в музее Метрополитен. Перед нами картина «Молодая женщина с кувшином воды» 1662 года кисти Яна Вермеера. Это одно из сокровищ Нью-Йорка. Это небольшая картина, типичная для живописцев Голландии XVII века. Сценки из домашней жизни, натюрморты, ландшафты, семейные зарисовки, жанровые сценки, картины, отображавшие жизнь среднего класса. Новую протестантскую культуру, Да, культуру Республики Нидерландов XVII века. где был средний класс в нашем понимании и где имущество было важным показателем положения в обществе. Да, но надо сказать, что и культура была глубоко религиозной. Интересно, что протестантизм, длительное время главным покровителем художников была Римская католическая церковь, и когда церковь перестает быть таким покровителем, художникам необходимо найти другие сюжеты. Ну да, потому что им все-таки нужно каким-то образом зарабатывать на жизнь, не правда ли? Конечно, и вот перед нами несколько идеализированная бытовая зарисовка. Я думаю, что ее вполне мог бы купить какой-нибудь состоятельный предприниматель. И хотя это XVII век, период барокко в Италии, Испании, Франции, в Голландии оно совершенно другое, именно из-за влияния протестантской культуры. Да, да, другое, и это видно. Но для меня голландская барокко — это первая половина XVII века, работы Рембрандта. А в этом полотне утонченность света и хрупкость мгновения — это совсем другое. Да, художник поэтизирует обыденные действия. Девушка открывает окно, в ее руке кувшин с водой, может быть, она собирается полить цветы. Момент как будто становится вечностью, и чувствуется вся прелесть домашних забот, маленьких ритуалов повседневности. И вы знаете, для меня Вермеер в первую очередь художник, передающий красоту обычной жизни. Это не Иисус Христос на кресте, не что-то монументальное, но он передает присутствие божественного в каждом дне, изображенное современными средствами. Картина очень поэтична. Женщина на белом фоне, но в этой стене нет белой краски. Да-да-да. Множество оттенков от света, проходящего сквозь оконное стекло. Теплые белые оттенки стены контрастируют с резкой, отдающей синим белизной головного убора. Она очень характерна для Вермеера, закрыта в пространстве между окном, Картой. столом и стулом позади нее. И благодаря этому создается ощущение очень строгой композиции. И в то же время есть чувство спонтанности, пойманного мгновения. Согласен, но в это изысканное полотно художник также включил множество предметов, очень высоко ценившихся в Голландии XVII века. О да, Вместо скатерти на столе плотное покрывало, роскошь по тем временам, медная утварь. Э, Скажу вам, что меня завораживает этот эллипс блюда. Он едва ли не убедительнее, чем если бы стоял перед нами в жизни. да, действительно. На полотнах Вермеера предметы становятся как будто более осязаемыми. Он тщательно выверяет каждый миллиметр. То, как свет играет на отражающих поверхностях, блюда и коробки, и даже медные гвозди в спинке стула на заднем плане. Он обращает наше внимание на то, чего мы обычно не замечаем. И у меня создается ощущение, что изображенная женщина так же внимательна, как и мы. Вернее, она служит образцом для аудитории, образцом внимательности, знания своего места в мире, в пространстве. Вермеер великолепен в своем умении создать атмосферу любви, неповторимости пространства, времени и И света. цвета. Это несравненно красивое полотно.